Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю муравьиный пирог. Так дословно переводится название этого пирога с немецкого языка. В тесто пирога добавляется шоколадная посыпка для украшения тортов. И на разрезе пирог получается с характерными муравьиными ходами. Пирог очень популярный, поэтому рецептов существует много разных. Мой от известного кондитера. Правда, я готовила пирог из половины нормы с небольшими своими изменениями. Пирог получается очень нежный, вкусный, красивый и готовится несложно. Для теста я возьму 125 граммов сливочного масла, 4 небольших куриных яйца, 125 граммов сахара, 140 граммов муки и крахмала, из них 120 граммов муки и 20 граммов кукурузного крахмала. Пакетик ванильного сахара – это 8 граммов, 5 граммов разрыхлителя для теста, щепотку соли и 20 граммов шоколадной посыпки для украшения тортов. Если такой посыпки нет, вместо нее можно взять рубленый шоколад. Форму смазываем сливочным маслом и просыпаем мукой. Выпекать пирог можно в любой форме – квадратной, круглой, какая есть. У меня форма с дыркой для кексов. Внешний диаметр формы 22 см, высота 10 см. Лишнюю муку стряхиваем. Яйца разделяем на белки и желтки. Если точно следовать рецепту, то нам бы понадобилось 57 граммов желтка и 115 граммов белка. Смешиваем муку, крахмал, разрыхлитель для теста. Смешиваем как можно тщательнее, чтобы сухие ингредиенты равномерно разошлись по объему и пирог поднимался ровно. А затем просеиваем. Всыпаем шоколадную посыпку, размешиваем. К белкам всыпаем щепотку соли и взбиваем пока без сахара до мягких пиков. Постепенно всыпаем примерно четверть всего необходимого по рецепту сахара и взбиваем, постепенно увеличивая скорость вращения миксера до устойчивых пиков. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника и дать согреться, чтобы масло было мягким. Сливочное масло взбиваем, всыпаем ванильный сахар и затем в несколько приемов добавляем оставшийся по рецепту сахар. И все хорошо взбиваем. Вмешиваем в тесто яичные желтки. Желательно добавлять желтки по одному за раз. И хорошо прорабатываем миксером. Кладем взбитые белки. Я слегка перемешаю лопаточкой. И в 2-3 приема добавляем муку с разрыхлителем и шоколадной посыпкой. Все аккуратно смешиваем в однородное тесто. Выкладываем в форму, разравниваем. Я готовила пирог из половины нормы, поэтому у меня форма заполнилась тестом наполовину. Если вы будете готовить его из целой нормы, то форма будет заполнена тестом полностью. И она будет в самый раз. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке. Форму я ставлю в середину духовки. Нагрев вверх-вниз. Печется пирог около 30 минут. Хотя духовки у всех разные, поэтому, пожалуйста, следите. Накрываем тарелкой, переворачиваем. И даем полностью остыть. Для глазури нам понадобится 80 граммов молочного шоколада, 50 граммов сливочного масла и немного белого шоколада для украшения. Очень аккуратно растапливаем белый шоколад и очень аккуратно прогреваем молочный шоколад и сливочное масло до однородной массы. Остывший пирог поливаем шоколадной глазурью и украшаем растопленным белым шоколадом. И наш пирог готов. Итак, наш пирог готов, и мне остается пожелать вам
Приятного чаепития! Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.